Друзья, всем привет! Так, делаю массаж сегодня. Не знаю, какой я еще буду делать массаж. Сейчас я масло нанесу. Хочу сказать, что вот масло я наношу уже массажными движениями, и они не поверхностные, а достаточно такие глубокие. Это важно будет знать начинающим мастерам, что бывают часто ошибки, когда берут масло и вот так вот нанесли, потратили время. Некоторые мастера наносят таким образом поверхностными движениями, не знаю, 5 минут, иногда 10. Ну вот такими, да, движениями наносят масло и потом только начинают работать. Ну, для меня это как для мастера, как для клиента, это неприемлемо, не очень приятно, идет потеря времени клиентского. Вот, поэтому я стараюсь всегда уже наносить масло такими глубокими движениями, выжимающими, чтобы клиент чувствовал, что уже идет процедура массажа, а не просто тратится время на нанесение масла. И опять же, сейчас что-то мне захотелось рассказать о некоторых нюансах, вспоминая свой клиентский опыт. Тоже важно слышать клиента. Я часто в прошлых видео об этом говорю, что если я начинаю какие-то движения делать, и клиент говорит, вот мне можно посильнее, часто вот мастера, когда я бываю в роли клиента, говорят, что я сейчас разогреваю, посильнее будет попозже. И это для меня тоже неприемлемо, как для клиента. Когда попозже, если мне уже сейчас нужно сильнее? Опять тратится мое драгоценное время, естественно, и деньги как клиента. Я тоже стараюсь, учитывая этот опыт, стараюсь слышать клиента, всегда спрашиваю, начиная когда уже делать массаж, говорю, можно посильнее. Если клиент говорит, да, можно посильнее, делаю уже сразу посильнее. Никаких еще плюс 10-15 минут после нанесения масла. У меня нет никакого разогрева, и так есть разогрев уже, когда я делаю любые массажные движения. И силу клиент сам может рассчитать. Почувствовать за клиента мастер не может. Поэтому важно брать всегда обратную связь. Или если клиенты говорят, что ну, я не знаю, делайте, как вы считаете нужным. Но вот здесь тоже такая опасность, да, взять всю ответственность на себя, как я считаю нужным. Если я не чувствую, не могу почувствовать, как клиенту сейчас больно или слабо, и вообще как он хочет. Для меня это также звучит как, не знаю, я хочу поесть, а что вы будете, все что угодно. И так каждый раз. Ну, достаточно смешно и грустно, конечно. Поэтому, да, вот на начальном этапе своей профессиональной деятельности это очень важно учитывать мастерам массажа, потому что это играет важную роль. Важную роль в оказании качественных услуг по массажу. Сегодня тоже столкнулась с такой историей, прям вот жизненной. Не в массаже, а с мастером по волосам, со стилистом. Приходит клиентка, я вот наблюдаю со стороны. Мастер сделал воду прохладную. Ну, я так поняла, для клиентки она была прохладная, эта вода. И клиентка говорит, можно воду потеплее, мне так холодно. А мастер говорит, холодно? Не может быть, у нас здесь тепло, и вода теплая.
ну, понимаете, да, что происходит? Мастер не слышит клиентку. Это у нас ремонт идет иногда. Вот. И получается, что простим их за это, за их ремонт. И получается, что мастер не слышит клиента. Клиент начинает раздражаться просто на это. То, что как будто он не знает себя, путает свои ощущения. Ему приходится доказывать мастеру, что действительно ему холодно, что нужно сделать воду потеплее. Вот поэтому важно слышать, даже если вам кажется, что вы делаете очень слабо, а клиент говорит: мне больно, нужно уменьшать силу воздействия. Вот о таких разных мелочах и нюансах я рассказываю в своем онлайн-уроке «Все, кроме массажа». Ух! Вы можете перейти на мой сайт, курсы массажа Ольги Бугановой. Ссылка есть в видео, в описании к видео. Так что, друзья, подписывайтесь. У нас ремонт не каждый день. Смотрите следующие видео. Всем пока!